Национальный центр «Россия» — это общественное пространство, в задачи которого входит укрепление национальной идентичности, формирование чувства гордости за страну и развитие профессиональных навыков детей и молодежи. Этот масштабный проект создан указом президента Владимира Путина 1 июля 2024 года для сохранения наследия международной выставки форума «Россия» и демонстрации достижений страны на постоянной основе. Национальный центр «Россия» — это территория свыше 37 тысяч квадратных метров. 2 больших зала для постоянных и временных экспозиций. Лекторий и конгресс-зал на 600 человек. Универсальный зал на 1600 человек. Деловая зона. И даже универмаг площадью 100 квадратных метров с лучшими российскими товарами. Здесь проходят культурные, образовательные, деловые и другие общественно значимые мероприятия. Национальный центр «Россия» — это место пользы, место гордости и место силы для всех жителей нашей страны. Ну, здесь, конечно, уместные аплодисменты. Давайте аплодировать месту, где мы с вами сегодня собрались напитываться искусством и друг другу. Меня зовут Наталья, я представляю образовательно-просветительское направление Национального центра России и рада приветствовать вас здесь. Кстати, про аплодисменты. Давайте все-таки и друг другу аплодировать сегодня чаще и нашим многоуважаемым гостям, которых я вам обязательно представлю. Ну, во-первых, поздравляю вас, потому что сегодня у вас будет возможность, ну, в буквальном смысле, а может быть и не в буквальном, нарисовать что-то как Кандинский. Это великий человек, историю которого и биографию которого мы с вами сегодня узнаем поподробнее. Далее будем с вами использовать приемы мастера под руководством не меньше талантливого мастера. И я тоже представлю вам нашего художника, который проведет для нас мастер-класс. Ну, а для начала я хочу вас спросить, готовы ли вы начинать наш образовательный семейный мастер-класс «Рисуй как Кандинский». Ой, ну что-то вот 2 человека вот здесь сказали «да», а в общем хор был нестройный, поэтому давайте попробуем еще раз. Готовы ли вы, друзья, начинать образовательный семейный мастер-класс «Рисуй как Кандинский»? Тогда давайте начнем. И под ваши аплодисменты сюда я приглашаю аспиранта школы дизайна Высшей школы экономики, автора проекта «Некритично. Искусство, мода, культура», члена общества, Российского общества знания, обворожительную и очень обаятельную Веронику Ильиничну Никифорову. Пожалуйста, встречайте ее аплодисментами. Рады вас всех приветствовать. Сегодня мне доверили важную миссию. За полчаса попробовать вам рассказать про творческую и в том числе немного личную жизнь художника, потому что особенно, когда мы перемещаемся все ближе и ближе к нашему времени, в 20 веке, уже биография художника очень тесно связана с его творческим путем. План сегодня примерно такой. Но для начала я хочу сказать, что так уж сложилась моя жизнь, что я занимаюсь наукой, исследую искусство и дизайн в Высшей школе экономики. И это такая сторона моей личности, как ученый, которая может говорить очень много сложных слов. А знаете, 20 век, он располагает к тому, чтобы говорить такие сложные нагромождения, философские концепции. Но сегодня скорее я буду обращаться к своей лекторской сущности, которая стремится объяснить простыми словами даже самые сложные явления научно-популярным языком. И надеюсь, что у меня это получится. Иногда это ведет к упрощениям. Например, я вам уже сейчас могу сказать, что считается, что Кандинский первый создал абстракцию в 1910 году. Почему мы так считаем? Потому что он сам так об этом написал в своих мемуарах. Но если бы мы к этому подходили с научной точки зрения, то тут бы возникло очень много исследователей,
из центра Помпиду в Париже и многих других, которые бы сказали: «Вы что? Мы еще не уверены в этой датировке. Возможно, он был не первый». Быть первым человеком, который сделал абстракцию, это, с одной стороны, бремя, с другой стороны, почесть. И Кандинский спорит по поводу того, первый он или не первый, с такими известными многими людьми, как Казимир Малевич, «Черный квадрат», и, например, Пит Мондриан, у которого также есть такие фигуративные композиции в плане, что геометрические такие решеточки, где квадратики и прямоугольники раскрашены в самых популярных версиях синим, красным и желтым. Итак, начинаем. Вопрос к вам, к залу. Как вы считаете, правда ли вымысел, что Кандинский уже совсем взрослым начал рисовать, а до этого совсем не интересовался искусством? Вымысел, кто-то сказал, очень громко и уверенно. Здесь еще я должна признаться в том, что слегка, чтобы вы меня хорошо слышали, на меня тоже направлены динамики, поэтому вы так немного подвыкрикиваете, чтобы я вас уловила. Но это, конечно же, вымысел. Кандинский увлекался искусством с детства, и родители с удовольствием поощряли его занятия не только рисованием, но еще и виолончелью, и он учился играть на фортепиано. Сложно представить, было ли у него вообще в детстве свободное время с учетом такого плотного графика. Как мне кажется, здесь этот ответ лично для меня не очевиден. Но когда пришло время становиться уже совсем взрослым человеком, родители ему как-то так аккуратно сказали, что ну да, искусство это хорошо, но может быть ты на юридический пойдешь, а там ну дальше уже как оно сложится, так и сложится. Ну разве художник это профессия? И вот такое юридическое образование он получает в МГУ. Очень хорошо учится, у него, можно сказать, диплом с отличием. Правда, если мы откроем тот диплом, там написано «выше удовлетворительного». Для нас сейчас это как будто бы тройка или что-то вроде, но в те годы выше удовлетворительного – это отлично. А четверки у него были только по 3 предметам, в том числе по римскому праву, которое ему все никак не давалось. Он добивается успеха на этом поприще, и ему даже предлагают преподавать в Дербцком университете. Старшее поколение, может быть, помнит, где это. Для более молодого я скажу, что ныне это Тарту в Эстонии. Во все времена было довольно почетно, особенно в Российской империи. Тогда Тарту был, Дербт точнее, частью подвластной России территории. Ему там предлагают преподавать, а он отказывается. И, как он сам пишет, на это повлияло несколько событий. Во-первых, именно в это время узнают, что атом — это не конечная единица материи. Иными словами, что даже в самом атоме есть субатомные частицы. Нам сейчас сложно представить, так как мы живем уже в более естественно-научном развитом обществе, насколько это было большое потрясение. То, что казалось некоторой конечной единицей, оказывается, таковой не является. Также на него сильное впечатление произвела выставка в 1895 году картины «Стога сена» Клода Мане, которая проходила в Москве. То есть он для этого в Париж или куда-то еще не ездил. И опера Вагнера, на которой он почувствовал, что может видеть музыку. Это все такие высокие материи. Но была еще одна материя, такая более заземленная. Пока я готовилась к нашей лекции, я прочитала у одного биографа, что когда он решает отказаться от юридической карьеры, он получает наследство. И по мнению биографа, это тоже сыграло роль в том, чтобы отказаться от уверенного поприща юриспруденции и уйти в свободное плавание искусств. Все-таки мы с вами сами понимаем, что высокие материи — это высокие материи, но бутерброд высокие материи редко образуют у нас на столе.
Тут передо мной, как перед исследователем, стал вопрос, а чье же это наследство? Его родители здравствовали еще довольно долго. Это не 1890-е годы. Изучив его родовое древо, я пришла к выводу, что, скорее всего, здесь мы говорим про наследство от дядюшки, например, которые некоторые ушли из жизни в 1890-е годы. Они были купцами в Москве. И это, как в известном анекдоте, когда наследство от тетушки или дядюшки внезапно нас находит, вероятно, происходило. Вот такое начало творческого пути после 30 лет. Даже для этого времени это далеко не самый стандартный путь. Обычно художественное образование получали значительно раньше. Буквально пару слов скажу про контекст, потому что надо сказать, что Василий Васильевич Кандинский — это не странный дяденька, который внезапно начал рисовать искусство, где нету никаких предметов. Он был активно включен в художественный контекст. Иными словами, у него было много друзей, художников. Он сам занимался организацией самых разных объединений для того, чтобы художникам лучше жилось. А сейчас мы очень быстро пробежимся по истории искусства, чтобы понять, что же этому предшествовало. Как Кандинский, основываясь на предыдущем опыте истории искусств, смог сделать то, что он сделал, и то, что сегодня мы с вами будем воспроизводить. Очень долгое время, примерно с эпохи Возрождения, одной из главных задач искусства был мимесис. Что это такое? Строго говоря, это подражание действительности. И эту задачу в эпоху Возрождения формулирует, например, Альберти, который говорит, что живопись — это окно в мир. А мне кажется, что для нас, русских людей, это очевидно, потому что наше слово «живопись» — это про жизнь, про изображение жизни. Хочу обратить ваше внимание, что, например, английское слово painting — это просто про краски, это про краски на холсте. Здесь никто не пытается подражать действительности, если мы говорим про такой разбор слова с точки зрения значений. И в этом плане, кажется, для русского человека проблема того, чтобы отказаться от этого подражания действительности, она немного глубже, потому что что же тогда? И как изображать? И Кандинский, как русский человек, он, конечно же, понимал, что это большая проблематика, и всю жизнь пытался нам объяснить, отстоять свое искусство, написал несколько теоретических трудов о духовном в искусстве, «Точка, линия на плоскости», которая, с одной стороны, учебник для всех тех художников, которые хотят себя в этом попробовать, а с другой стороны, объяснение нам, почему это логичное продолжение линии искусства. Это не просто какой-то удивительный факт, что теперь вот это является искусством. Это закономерное его развитие. Что же происходит дальше, когда мы уже двигаемся по истории искусства вперед? Появляется фотокамера, и она фиксирует изображение быстрее, увереннее и бодрее, чем любой художник. Импрессионисты понимают, что повторять реальность, просто ее идеально копировать уже может камера. Это не задача искусства. Здесь мы видим фотографию Надара. Это фотограф конца XIX века, второй половины. И это, например, такая Мария Мартинес, гитаристка известная, парижская, с испанскими корнями. И импрессионисты начинают творить вот такой. Один из этих стогов сена увидел Кандинский на выставке в Москве, и его поразило то, как он потом писал в своих воспоминаниях, что понять, что это стог сена, можно только прочитав экспликацию, то есть карточку под картиной. Тут, конечно же, мы с вами замечаем легкое такое преувеличение в сторону того, почему он стал делать не фигуративное искусство, иными словами, искусство, где нет видимых объектов, потому что все-таки стога сена Клода Моне по сравнению с дальнейшими экспериментами Кандинского — это скорее ступенька, но очень важная лично для него. И здесь мы можем убедиться в том, что если отталкиваться от этих работ как от некоторого базиса, с которого начинал Кандинский, его первые художественные опыты, которые до наших дней практически не дошли. Есть, по-моему, один одесский порт 1890-х годов, а все остальное свое искусство в импрессионистической манере он уничтожил. Ну, или оно пропало. Тут какая версия вам больше нравится? Тут очень длинная хронология, прямо, можно сказать, охватывающая какие-то основные ключевые события из его жизни, которые уместились на одном слайде. Но надо сказать, что в конце,
После 1895 года, когда он увидел стога сена Клода Моне, он начинает заниматься искусством, уезжает в Мюнхен. Почему в Мюнхен? Потому что тогда это была одна из столиц современного искусства. Был также Париж, но Париж по какой-то причине не нравился Кандинскому. Да и Мюнхен, там все говорят по-немецки. Кандинский очень хорошо владел этим языком, потому что у его матери были дальние немецкие корни. И, следовательно, ему это было просто ближе и удобнее. Там он обучается у ведущих мэтров, но довольно быстро понимает, что он уже достиг некоторой самостоятельности. На это ему потребовалось 4 года. И дальше начинается очень активная его творческая жизнь. Забегая вперед, скажу, что, наверное, расцвет Кандинского, тот самый момент, когда он перестал быть просто русским художником, который уехал за границу учиться, потом там еще возвращался, приходится примерно на 1910-е годы, когда он обращается прямо к абстракции. До этого это художник, который творит в такой неопримитивистской манере, постимпрессионистической, и делает интересные пейзажи, но такие интересные пейзажи в те годы делали многие, кто решили обратиться к этой области. «Переворот», благодаря чему мы его знаем, это примерно 1910-1911 года, а дальше его слава только растет. Самое первое его объединение — это группа фалангов, в которой участвовали как русские, так и немецкие художники. И это первая такая попытка, во-первых, противостоять югенстилю, другому объединению модерна, и, с другой стороны, пробовать осваивать новые творческие горизонты. Вопрос вам. Кандинский считал, что круг — это самая совершенная форма искусства. Как думаете, это правда или нет? Абсолютно верно. Он очень в теоретических работах своих любил круг. Помимо круга он еще очень любил синий цвет, который считал вот таким цветом мироздания, очень сильным. И часто обращался к этой форме в своем искусстве. В том числе, кажется, в работе, которую сегодня мы будем воспроизводить, есть тоже круги как важный элемент. Например, есть такая от него цитата, что он любит сегодня круги так, как раньше любил лошадей. В детстве он очень любил изображать лошадей, они его манили. И в какой-то момент геометрические формы заменяют объект реального мира. Буквально 2 слова надо сказать про всеобщее произведение искусства и Вагнера, который поразил Кандинского вот этой идеей синтеза музыки, театра, поэзии, визуальных искусств. Для Вагнера, конечно же, самым главным произведением, всеобщим произведением искусства, на русский язык обычно переводят, была опера. Кажется, для Кандинского все-таки не совсем. Его больше интересовала живописная область. Хотя мы знаем, что у него были театральные эксперименты, но аккуратно назовем это скорее театральными экспериментами, чем реальными серьезными творческими воплощениями. И он это очень удачно развивал, рассказывал про это, в том числе в книге о духовном искусстве, в преддверии которой... И перед тем, как мы продолжим дальше, я бы хотела сказать, что, кажется, для него было очень важным то, что он был в этом уверен, или он хотел убедить нас в том, что он был в этом уверен, что в нашем материальном мире присутствуют некоторые духовные материи. Нечто вот это невыразимое в прямом смысле, что мы можем только пропустить через свои чувства, через свое зрение, через свой слух, и как-то дать об этом впечатление тем последующим зрителям. Я уже немного подсказала вам ответ на этот вопрос, но все-таки давайте еще уточним, что, по мнению Кандинского, цвета могли звучать как музыкальные инструменты. Правда? Абсолютно верно. Кандинский очень тесно связывал цвета с определенными эмоциями, звуками, какими-то визуальными образами. Например, красный у него символизировал трубу. И это не случайно. Мы склонны верить Кандинскому, и он нас сам хотел в этом убедить, в том, что у него была синестезия. Та самая форма синестезии, когда он слышал цвета и видел звуки, так называемый цветной слух. Бывают самые разные варианты синестезии. Например, бывает, что у нас какие-то слова ассоциируются с какими-то вкусами. Например, понедельник может быть горьким, а пятница сладкой. Но это уже немного другая форма. Это такой особый феномен,
уже и с точки зрения работы мозга, когда происходит вот такое расширение восприятия на новые чувства. Я перед этой лекцией очень долго думала, все-таки считается, что синестезией в какой-то мере обладают 1-4% населения, но все равно кажется это... С одной стороны, немало, с другой стороны, все-таки не очень много. И я думала, какой же пример привести, чтобы стало понятно, а что это такое. Возникло два примера. Один визуализации такой синестезии, это, если кто-то еще помнит, особенно в 2010-е годы, мне запомнилось, был Windows Media Player, где, когда вы включаете музыку, там шла такая графика, которая как будто бы слегка подстраивалась под то, что проигрывалось, но молодое поколение, я уверена, этого уже не помнит. Это не product placement, но мне пришла в голову мысль, что некоторым примером этого может быть заставка «Моя волна» в Яндекс.Музыке. Когда мы заходим на страницу этого плеера, и там вот такие цветные, как будто бы какие-то тоже создания, которые реагируют на то, что вы включаете на этой «Моей волне», то есть на заглавной странице. Можно сказать, что это попытка визуализировать синестезию. То есть даже если мы ее с вами не испытываем, кажется, например, я могу с уверенностью сказать, что это мне не особенно свойственно, но вот как-то так это выглядит, когда на определенные звуки у нас в голове возникают определенные цвета. Например, там на трубу какой-то желтый цвет и так далее. У него еще было очень интересное ответвление «Геометрия танца», когда он пытался как раз-таки уже для себя пересобрать концепцию всеобщего произведения искусства и из танца поймать некоторые художественные композиционные образы, которые он в дальнейшем, вполне вероятно, использовал в некоторых своих композициях. Вот это самая большая загвоздка, это вопрос с хитринкой, но все-таки давайте попробуем угадать. Правда ли, что Кандинский создал свою первую абстрактную работу случайно, перевернув картину вверх ногами? Правы на самом деле в этом случае все. Официальная мифология Кандинского, которая изложена в его мемуарной автобиографии «Ступени», гласит о том, что вот в 1910-е годы он возвращался домой уже вечером в свою студию, и тут увидел картину, которая как-то прислонена к стене, как-то перевернута, и в этот момент он понял, что бесспорно предметность устарела, надо начинать заниматься нефигуративной живописью. Но как исследователь я вам могу честно сказать, что каждый раз, когда мы имеем дело с мемуарами, с воспоминаниями художника о том, как он прожил эти годы, здесь всегда есть немного хитрость, которая состоит в том, что уже по прошествии пути ретроспективно мы воспринимаем события иначе. Что, конечно же, надо учитывать в таких вопросах, но бесспорно то, что в какой-то момент это озарение на него нашло, и, возможно, до этого он думал про то, что вот как же уйти от этой фигуративности в искусстве, какие могут быть пути. И тут просто уже одно озарение, случившееся вечером, наложилось на предшествующий опыт и убедило его в том, что его путь правильный. Покажу вам нестандартного Кандинского, к такому мы не привыкли. Это одна из его ранних работ, как раз-таки 1907 года, как ни странно, сделанная за рубежом, но отображающая такие какие-то русские традиционные идеи. И тут сбоку примостилось так аккуратно вот такой, это сборник, этнографическое обозрение. Буквально два слова скажу, это, конечно же, выходит немного за рамки такой образовательной лекции, может быть, но это очень важно знать, что вообще интерес к каким-то примитивам, он международный в этот период. Был Поль Гоген, который там интересовался такими экзотическими культурами. Но, пожалуй, что сложно назвать второго такого художника, как Василий Кандинский, который в самом деле имел экспедиционный опыт. Он ездил, исследовал культуру коми-пермяков и публиковал потом заметки свои о том, что он там увидел, связанные с самыми разными обрядами, часто языческими. То есть имел прямо полевую работу этнографа. И нас всегда смущает его юридическое образование в этом вопросе. Но стоит понимать, что с точки зрения реального погружения в практический контекст, пожалуй, что второго такого опыта
этнографического мы не найдем у художника этого периода, когда это были настоящие полевые заметки, потом доклады в этнографическом обществе, и все это его жутко влекло. Он в этот момент тесно знакомится с концепциями шаманизма, и есть американские исследователи, которые пишут, что все его дальнейшие работы — это некоторые вот эти шаманские иероглифы, раскинутые в цветном пространстве. Ну, мне кажется, эта версия, она очень сильно преуменьшает достоинство творчества Кандинского и сводит его к визуализации вот этих каких-то шаманских символов. И мы должны знать о том, что такое мнение существует, но, наверное, не стоит относиться к этому слишком серьезно, потому что для Кандинского, несмотря на то, что вот этот этнографический интерес, он всегда с ним присутствовал, и свой путевой дневник по экспедиции к Коми-Пермякам он с собой возил всю свою жизнь, а он сменил много государств. Но все-таки это является значимой частью. Итак, Наташа, а мне таким образом не намекают, что я слишком долго рассказываю? Нет, я думаю, что вы очень прекрасно рассказываете и ни в коем случае не намекают. Вдруг осталось еще что-то, что мы не знаем. Мы как раз очень внимательно слушаем. Да, это как бы просто на самом деле, это я так уточнила, вдруг это какой-то сигнал из космоса. Без намеков нет. Кстати, стоит сказать, что один из современных искусствоведов, Андрей Соробьянов, сын Дмитрия Соробьянова, то есть уже искусствовед во втором поколении, вообще находят в работах Кандинского такую фиксацию фотографий, можно сказать, космоса, изображение космоса до того, как, например, появился наш большой телескоп-фотоаппарат Хаббл, который в 90-е годы был запущен, из которого мы сейчас получаем потрясающие снимки космоса. И это такое любопытное сопоставление у него, прямо визуальное исследование, которое, впрочем, вы бы не увидели в презентации, потому что я не успела его вставить, но оно тоже присутствует. И все-таки, с одной стороны, когда мы говорим про творчество Кандинского, мы тут четко понимаем интерес к геометрии, как к самым простым формам, чему-то не имеющего подражания в действительности настоящего. Но если мы посмотрим сильно глубже, это попытка рассказать нам про что-то невиданное и неслыханное, про вот эту духовный уровень, духовные материи, которые присутствуют, даже не материи, а энергии, которые есть в нашем мире и которые пытался уловить Кандинский. Не только он пытался их уловить, многие в это время пытались что-то такое понять, но иногда это уходило в какие-то эзотерические, оккультные истории с тем, когда проводились спиритические сеансы, и кто-нибудь сидел под столом и тряс его. Примерно такие же столы, как у вас обычно были в этом использованы. И стоит сказать, что Кандинский прекрасно знал про эти оккультные веяния, которые были характерны для периода его становления, то есть для 1900-х годов. Все эти вот общения с каким-то вот этим невидимым миром, это было, и это его явно интересовало, но тоже не было его центральной темой. Он развивал свою собственную философию, в которой большое внимание уделялось, раз, цветам, и два, формам. Такое стихотворение, которое присутствует, написанное в то время, когда Кандинский становился как художник, когда он в первый раз к этому повернулся, Владимира Соловьева, это такой русский философ христианского толка, он, кажется, хорошо репрезентирует те вещи, которые сейчас в том числе распечатаны перед вами на столах. «Милый друг, или ты не видишь, что все видимое нами только отблеск, только тени от незримого очами? Милый друг, или ты не слышишь, что житейский шум трескучий только отклик искаженный торжествующих созвучий?» Вот эти торжествующие созвучия в своем нефигуративном искусстве, то есть в первую очередь в работах, которые тут под цифрой 2, пока их тут нет, но это ладно, просто у меня тут есть экран, это то, что волновало Кандинского. Изображение чего-то незримого. И его желание обратиться к цвету, к форме было продиктовано тем, что любая попытка прямо подражать действительности, она ведет к тому... О, появился экран. Это хорошо. Что накладывается вот эта эстетизация. Это искажение, которое ему не нравилось.
Дословная цитата от Кандинского. «Контакт между острым треугольником и кругом производит не меньший эффект, чем палец Бога, протянутый Адаму на фреске Микеланджело». Многие из вас, если сейчас не прямо не могут вспомнить эту фреску, она раньше использовалась как заставка Nokia, когда вот так руки протягивались. И здесь очень быстро пробежимся по стилистике Кандинского. Начало — это вот такие пейзажи, как слева, потом уже абстрактные формы. И поздний Кандинский — это вот такие интересные молекулы. Биоморфные формы обычно это называют. Под этим имея в виду, что это то ли какой-то коралл, то ли что-то, какие-то амебы, которых мы можем увидеть под микроскопом. Пока готовилась к этой лекции, нашла вот такую интересную рецептуру палитры художников, где под цифрами мы видим, в каком порядке художник наносил краски, например, на казаки 1905 года, то есть финальный вариант под цифрой 5. Любопытно обратить внимание, что хотя здесь это все-таки 1905 год, а мы помним, что я вначале говорила, что полный отказ от фигуративности происходит в 1910-х годах, а тут 1905. Внимательные слушатели могут сказать: Вероника, но вроде бы это уже абстрактное искусство. Почему ты нам говоришь, что 1910 год? Потому что сам Кандинский небольшие фигурки здесь еще прятал. Например, вот это казаки, по его мнению, вот здесь. И тут вот тоже такие пики, получается, можно сказать. Это какая-то абстрактная визуализация тех же самых персонажей. Но не всегда он действовал именно по такому творческому пути, но не могла не показать вам разбор, который был мной найден и предпринят, потому что любопытно метод нанесения красок и также то, что начинается с красной, заканчивается его любимой синей и черной. Несколько от маэстро слов про то, какие цвета, что для него значит, что белое — это у нас такая первобытная тишина, синий, конечно же, прекрасное спокойствие виолончели. И можно представить примерно, как для него это звучало. Он не всегда был так высокопарен. Иногда он с этого высокого языка соскакивал на более низкий регистр, что делает его, мне кажется, более дружелюбным к нам. Например, про зеленый цвет он говорил, что зеленый цвет похож на толстую, очень здоровую, неподвижно лежащую корову. В общем, сразу с какого-то такого высокого регистра, что виолончель бывало разное, мы просто отбираем самое интересное, но стоит понять, что он старался быть максимально дружелюбен к своему потенциальному читателю, своему потенциальному зрителю. И вот один из символов этого дружелюбия — это, конечно же, о духовном искусстве, где он говорит, что самое главное — это выражать внутренний мир художника, быть понятным окружающим и вызывать эмоциональный отклик своими работами, при этом добрый, одухотворяющий эмоциональный отклик. Совсем быстро на полях замечу, что вообще абстрактное искусство базово можно разделить на два направления, или даже не абстрактное, а шире авангардное. Это темная и светлая сторона. Добрый путь и такой немного мрачноватый. Первый путь, он более лучезарен, к нему относится Кандинский. Когда все, что производится, оно производится с любовью к зрителю, для того, чтобы его одухотворить, дать ему какие-то дополнительные силы, новые векторы для движения и энергетического познания Вселенной, если хотите. Второй вектор, он такой немного более мрачный. К нему относится, например, Малевич, который сделал черный квадрат и такой: все, живопись умерла, ха-ха-ха. Дальше решайте сами, что в этом имеется в виду. В этом плане, конечно, про Кандинского всегда говорить приятнее, потому что в каждом его каком-то творческом действии чувствуется вот это доброжелательное отношение к зрителю. У него нет задачи нас эпатировать. У него есть задача как будто бы раскрыть перед нами какие-то дополнительные вот эти энергии, которые находятся за вот этими субатомными материями, которые открыты в тот момент. Установить связь с космосом, простите уже за такое, с некоторой вневременной гармонией Вселенной. И сделать это проще всего, по мнению Кандинского, через цвет и определенные формы. Дальше я чувствую, что я уже прямо задерживаю лекцию, поэтому очень сильно увлеклась рассказом. Быстренько наметим
характерные для 1910-х годов направления его искусства. Первое — это импрессия, впечатление, имеет тесную связь, опосредованную с импрессионизмом. Здесь, например, вот впечатление от концерта Арнольда Шönberga. Это такой уже, можно сказать, для 20 века современный композитор, который экспериментировал на пианино, в том числе с такой сложной какофонией звуков уже практически, когда мы имеем дело с нетрадиционной гармонией. Дальше это импровизация, где свободные, свежие впечатления от чего-то довольно вольно набрасываются на холст, без контроля разума или с минимальным контролем разума. Композиция — это вершина этого абстрактного айсберга Василия Васильевича, и каждой композиции часто предшествовали долгие годы работы. Например, над композицией 9, если я правильно помню, он работал 6 месяцев. За это время можно даже написать, кажется, небольшую оперетту, если у вас есть к этому талант. Важным очень является объединение «Синий всадник» для истории искусства и для того, чтобы нам понять, что, еще раз я хочу обратить ваше внимание, что Кандинский — это не просто странный дядя, который делал свое искусство, которое было не сильно понятно, не сильно там оно вызывало отклик или еще что-то. Вообще отдельная сторона Кандинского — это не художник, а, я бы сказала, общественный культурный деятель. То, что он занимался организацией «Синего всадника», для этого общества художеств Мюнхенского, до этого еще «Фалангой». Это говорит, и не просто участвовал как участник в этих объединениях, а занимался организацией выставкой, печатью каталогов, говорит о его большом влиянии на это время как некоторого действующего лица, который стоит в авангарде и занимается не только творческими поисками, но и менеджментом, если говорить современными терминами. Так, Кандинский боялся кошек, как вы думаете? А вообще есть кто-то в зале, кто боится кошек? Да. Ну, это нормально бояться. Но мне кажется, собак боятся намного больше людей. А Кандинский кошечек все-таки любил. У него даже была его кошка Васька. Учитывая то, что отца Васильевича Кандинского звали Василий Сильвестрович, самого Василия тоже так звали, кот Васька. В общем, с придумыванием имен, как я понимаю, проблем не было. Мы с вами сегодня, кажется, если подглядывать на то, что у вас хранится на листах, будем что-то из его такого периода Баухауса делать. Это вот такие формальные поиски Кандинского, сосредоточенные в первую очередь на вот этом новом алфавите искусств, связанном не только с цветом, но и с формой. Что является, наверное, вторым значимым воплощением для Василия Васильевича в творческом мире. И хочется сказать, что, кажется, талантливого художника от гениального отделяет именно количество нововведений, которые он вносит в историю искусства. Талантливый художник преуспеет в чем-то одном, иногда это самая одна звездная картина. Неоспоримое достоинство Василия Васильевича и то, из-за чего мы можем аккуратно его назвать гениальным художником, состоит в том, что он развивал постепенно свои как художественные идеи, так и теоретические. И каждая его новая итерация, она что-то добавляла для мира искусства. В поздние годы уже Василий Васильевич занимается вот этими прекрасными амебными формами. Стоит сказать, что это тяжелое время. Он мигрирует в Париж из Германии. И здесь мы видим такой большой интерес к молекулам, который не всегда понятен. Но мне кажется, что это как раз-таки возврат к вопросу живописи. Как мы помним, каждая капля, она потенциально является той самой субстанцией, из которой состоит океан. И здесь он вглядывается в эту каплю для того, чтобы найти вот это едва-едва зримое и новые идеи именно в этой мельчайшей детали. Уже заканчиваю, потому что чувствую, что всех, может быть, немного утомило. Это не самый простой материал, все-таки обсуждать абстрактное искусство. Но главное нововведение Кандинского состоит в том, что он убедил всех художников и громко об этом заявил, что не обязательно искусство должно что-то изображать. Творчество может быть свободным, направленным в разные направления. И более того, он был убежден в том, что абстракция на эмоциональном уровне может быть понятна всем. Если мы говорим про фигуративное искусство, например, если это мифы библейские или античные, они предполагают некоторую эрудированность, насмотренность и так далее.
В то же время абстракция, она апеллирует, то есть обращается непосредственно к нашему какому-то эмоциональному восприятию, часто может миновать барьер эрудиции без вреда для самого впечатления. Это очень часто бывает, если мы постоим в каком-нибудь музее, где бывают, вот тут музеи, где бывают картины, представлены Кандинского, например, в Москве в Третьяковской галерее. Если внимательно уделить внимание тому, что там происходит, сначала подходят какие-нибудь молодые ребятишки и говорят: да я тоже так могу. А потом они вдруг замирают. Потому что что-то откликается, несмотря даже на эту некоторую насмешливость, связанную с искусством этого периода. Конечно же, в наши дни не можем говорить про то, что Кандинский один из самых дорогих русских художников. В 23 году одна из его работ была продана Вид Мурнау с церковью за 45 миллионов долларов. Очень большие деньги. Средняя большая работа Кандинского в наши дни, estimate ее составляет примерно 20 миллионов долларов. Но, конечно же, мы не говорим про произведения искусства, которые хранятся в музеях, потому что это другая материя. Мы говорим про то, что может попасть на рынок искусства. На этом, пожалуй, что все. Буду рада ответить на ваши вопросы, которые, возможно, возникли в ходе нашего быстрого путешествия по творческой биографии Василия Васильевича Кандинского. Глубокого достаточно. Я думаю, что многие из нас, погрузились в путь художника. Спасибо вам огромное. Вероника, вы наш проводник в этом смысле сейчас. Ну и, друзья, если у кого-то есть вопросы, которые вы хотите задать Веронике Ильиничне, то задавайте. А если нет, скажите, вы же с нами останетесь сегодня рисовать? Конечно. И если нет, мы еще обязательно обратимся, потому что мы сейчас Веронику куда-то, за творческое... Ой, за какое-то творческое местечко определим и будем по ходу спрашивать. Но большая вам огромная благодарность. Лекция получилась очень увлекательная и очень познавательная. Теперь мы стали более осведомлены. Давайте еще раз аплодисментами поблагодарим Веронику Ильиничну Никифорову, аспиранту школы дизайна Высшей школы экономики, автора проекта «Некритичное искусство, мода, культура» и члена Российского общества знания. Спасибо огромное. Уже убежала со сцены, но лишь для того, чтобы к нам присоединиться, потому что дальше мы как раз и начнем с вами рисовать. И вот эта часть, художественная часть, она будет такая, мы будем разговаривать, поэтому у каждого из вас появится возможность высказаться и обязательно вопрос свой задать, но от творчества не хочется отвлекаться, поэтому с удовольствием и под ваши аплодисменты я приглашаю сюда художника-педагога, выпускницу Пензенского художественного училища Савицкого Анну Сергеевну Русакову. Анна Сергеевна, здравствуйте. Мы вас приветствуем. Ну и, наверное, ваше место, вы его занимаете. А я на связи, но и мы, друзья, тоже в диалоге существуем. Сейчас нам Анна все расскажет, как пользоваться и чем. Всем привет! Я рада быть здесь вместе с вами. Я, конечно, не Василий Васильевич Кандинский, но сегодня я наделена правом помочь вам изобразить одну из его картин. Хочу сказать, что у нас у всех с вами в конце нашей работы получится немножко свое, потому что все-таки живопись абстракционизма это про наше индивидуальное чувство, про нашу личность. И если мы с вами стремимся все-таки к какому-то свободному изображению, к свободной копии, к расслабленной копии, то в конце нашего мастер-класса мы поймем, что наши копии — это все-таки отражение нас в какой-то степени, нашего характера. Я думаю, что это будет безумно интересный опыт, взглянуть на нас со стороны. Помогать мне будут мои замечательные ассистенты. Помашите ручкой, они будут бегать по залу и помогать мне, вам рассказывать
как что надо Да, делать. если у вас будут какие-то сложности и вопросы, это наши уважаемые ассистенты, они вам помогут, поэтому не стесняйтесь, обращайтесь к ним за советом, можно просто тоже поднять руку, вот рассмотрите, ой, как вас много, ребят, спасибо, что вы сегодня с нами, вот обратите внимание, наши помощники. Ну, что, самое главное, чтобы все вы, присутствующие за столами, были готовы. Я так понимаю, что все места у нас заняты, да? Вот посмотрите вокруг себя за столами, все места заняты? Да, все места заняты. Ну, тогда и тем, кто чуть-чуть задержался, сейчас придется вот тут вот на боковых местах каким-то образом творить. Такое тоже может быть. Анна, руководите нами. Вы знаете, что у нас на столах, поэтому сейчас будем по вашей инструкции стартовать. Так, ну для начала мы берем все с вами простые карандаши, но, насколько я знаю, во втором ряду их нет. И вам придется взять черный или темно-серый карандаш из набора, но учтите, пожалуйста, что он очень плохо стирается ластиком, поэтому для предварительного рисунка, для скетча, который мы с вами сначала будем делать, лучше сильно не нажимать на него, чтобы вам потом можно было его стереть. Итак, мы с вами берем простой карандаш или черный карандаш, как во втором ряду, и мы с вами начинаем с намечивания больших форм. У нас самая большая форма – это основание нашей композиции, это вот этот черный кривой овал. Вот, на нем располагаются все основные фигуры, и мы всегда начинаем с основных моментов, не с деталей. К деталям мы будем переходить после. Итак, мы слабыми линиями намечаем основные формы, чтобы нам потом, в случае чего, можно было это все исправить. После того, как мы наметили с вами этот черный кривой овал, мы переходим к каким-то большим формам, которые ведут в центр. Это у нас вот эти вот палочки, квадратики и два больших круга. Их лучше всего будет уже сразу намечать с помощью линейки, которая лежит у вас на столах, чтобы линии вышли ровными. Я начала с вот этих самых больших линий, которые ведут в центр композиции. Основание этих линий у нас немножечко под углом. Они не прям ровные. Так, вот тут вот, думаю. Смотрим на относительные расстояния между фигурами, то есть сколько примерно вот расстояние между вот этими линиями, насколько сильно, насколько глубоко они уходят в центр. Далее я перехожу к второй линии. Анна Сергеевна, я вас попрошу чуть-чуть поправить микрофон, потому что, мне кажется, не во всех... Да, прямо поближе к себе, чтобы получше нам всем было слышно. Я думаю, что так будет, да, получше. Ага. Хорошо. Отлично. Заметим, что у этой линии уже нет конца основания.
Так, затем я хочу перейти уже к треугольнику. Кажется, он почти равнобедренный. Почти геометрия у нас получается. Ну, даже уже не почти, а прям геометрия. Не знаю, делал ли сам Кандинский это с линейкой, но я хочу в это верить. А, кстати, может быть, есть такие данные, Вероника Ильинична, есть ли информация, делал ли Кандинский вот такие вот прямые, да, какие-то штрихи по линейке? Есть у вас? Включите нам, пожалуйста, да, микрофон у Вероники. Включите, пожалуйста, микрофон, потому что Веронику тоже будем спрашивать. Раз. О, кажется, мой включен микрофон. Да, есть. По поводу линейки, маэстро держал эту информацию в секрете, но я вам точно могу сказать, что несмотря на то, что он творил уже в эпоху, когда были краски в тюбиках, он предпочитал многие цвета смешивать сам по старинке, как в эпоху Возрождения, в ступке перемалывать пигменты для достижения тех синих цветов и красных и желтых, которые нравились ему. То есть, понятно, краска к цвету относился ревностно, а к секретам еще более ревностнее и не рассказывал никому, чем пользовался для столь ровных линий. Но мы сегодня по линейке, потому что мы рисуем как Кандинский. Мы нарисовали уже треугольник. Вот я перешла к черточкам рядом с этим треугольником. И пока мы уже намечиваем основные фигуры, ведущие к центру, я, может быть, вы уже заметили, начинаю уточнять края этого овала, основания этой композиции. Уточнять — это значит обводить, да? Да, то есть если мой рисунок изначально был неуверенным или, например, слабо намеченным, то сейчас я его делаю уже пожирнее, то есть я могу предположить, что мои линии уже являются верными. Могу, как сейчас я это делаю, наоборот, исправить это. Я скажу, что тут есть последователи Кандинского более уверенные даже, наверное, чем он сам, потому что есть линии и с первого раза проведенные так, что их не сотрешь. Так это замечательно. Да. Теперь я перехожу к кругам. Это очень волнительный момент, потому что круг нужно нарисовать ровно. Их тут целых 4. Но начинаю я все-таки с большого, потому что в него у нас врезаются все остальные. Также, если вы не совсем уверены, что сможете с самого начала его ровно нарисовать, я советую сделать это плавными, слабыми линиями, чтобы в случае чего мы потом смогли это исправить. Но у нас на одном из мастер-классов художница рассказывала, что в целом главное преимущество художника, даже если он где-то ошибся, сказать, что так было задумано. Ну, Да. в серии «Я художник». Я художник, я так вижу. Да. Правильно все. Мы так и делаем. Поэтому, друзья, не стесняйтесь, если вдруг какая-то, может быть, несовершенная линия у вас получилась, она вовремя встроится в ваш рисунок сегодня. У художника есть всегда право на ошибку, потому что у него есть замечательное оправдание. Анна, какие у вас любимые шутки? Расскажите немного о себе. Ну, вы такие, вы же преподаете, и у вас студенты, это всегда люди, которые, ну, кроме того, что учатся, безусловно, еще и имеют на все свое мнение, поэтому и учатся, да? Вот какие их любимые шутки, или, может быть, вы по отношению к ним что-то говорите такое яркое, что сегодня и по отношению к вашей аудитории в Национальном центре подойдет? Мои ученики чаще всего это не студенты,
Это дети школьного возраста или прям совсем малыши. Но у нас тоже есть такие. У нас есть и совсем юные художники сегодня здесь. Хорошо, что им помогают родители. Совместное творчество. Есть и такое. Но я практически уверена, что самые лучшие художники это маленькие художники. Правда? Да, у них, как и, собственно говоря, у художников-абстракционистов, есть на все свое мнение, есть на все свое видение, своя техника, своя индивидуальная техника. Они ни от чего не зависят, они свободнее. Это правда, да. Но я вот так вот, если оглядев уже какие-то формирующиеся работы, могу сказать, что сегодня у нас на мастер-классе преуспевают все. И родители, и дети, и все очень старательно выводят вот эти геометрические пока, да, у нас элементы рисунка. Что же будет дальше, посмотрим. Вот я уже перехожу к трапециевидной фигуре. Итак, у нас уже получается что-то уже более определенное. И на этом этапе мы можем переходить к каким-то деталям. Я лично начинаю с полуокружности на третьей линии. Заметим, что на каждой окружности по 2-3 полосы, мы их не игнорируем и тоже на этом этапе намечаем. Вероника, у меня вопрос сейчас к вам. Вот мы сидели и немножко, ну так, может быть, раскручивали фантазийную историю про Кандинского, про то, что он умел слышать цвет и, соответственно, как правильно слышать цвет и видеть звук. Да. Молодец, все правильно. Слышать цвет и видеть звук. То есть это значит, что каждая картина Василия Васильевича могла быть произведением, ну, например, музыкальным, правильно? Да, и, кстати, не случайно, поэтому что его знаковые работы называются композиция, импровизация. То есть здесь мы имеем дело с вот этой синтезом искусств. Синтез — опасное слово, но назовем его здесь так, будем использовать как просторечное. И то, что в его понимании картины должны, возможно, как-то звучать в глазах зрителей. Особенно, если мы помним с вами, что синестета вроде 1-4%. Иными словами, из 100 человек каждый или один, или каждый 25-й получается. Да. Ну, если говорить о нашем сегодняшнем синтезе, то у нас здесь много намешано. Поэтому, дорогие друзья, каждому, абсолютно каждому, я предлагаю придумать название своей абстракции. Все-таки абстракция позволяет нам рисовать как Кандинский, при этом авторство назначать свое личное. Поэтому подумайте, как ваше произведение будет называться. Я также предлагаю каждому из рисующих подумать, в принципе, какие чувства, какие мысли вызывают у вас конкретно эта работа. То есть какие образы, какие ассоциации возникают в процессе рисования, то есть в процессе более глубокого погружения в работу. Так, а у нас есть здесь участники, кто уже с геометрическими фигурами закончил. Что делаем дальше? Как насчет цвета? Я хочу заметить, что в этой работе каждая фигура обведена. Она вот в треугольнике, это хорошо заметно, она обведена черным. И если есть ребята, кто уже справился, то я предлагаю продолжить обводкой фигур.
То есть можно уже обводить. Но если вдруг кто-то уже решил, что геометрии на сегодня в произведении собственного искусства достаточно, можно уже начинать обводить, друзья. Но перед этим следует проверить наличие всех фигур. Советую. Вдруг про какую-то забыли. Тут их очень много. Но здесь же тут тоже такой, с одной стороны, мы рисуем как Кандинский, а с другой стороны, все же это наша работа. Поэтому Конечно. если вдруг не досчитаемся одного треугольника, то я думаю, что... А если мы захотим добавить еще какой-то треугольник, то О, да, это тоже будет отличной идеей. Мы потом все вместе обязательно оценим. Кстати говоря, в финале мастер-классов уже сложилась добрая традиция, что мы делаем одно большое, гигантское, я бы сказала, фото со всеми участниками. Нас сегодня здесь с вами более 150 человек. Это история того, что единственное, да, что вот такое количество людей вмещает зал. А так, конечно, желающих было бы больше, но уже каждому из присутствующих здесь огромное спасибо. Я знаю, что многие люди опоздали. Я уже говорила вам, что на мастер-класс лучше не опаздывать, потому что лучше вовремя занимать свои места, тогда никаких казусов не случится. Но мне кажется, что даже те, кто немножечко задержались, нашли свое место за художественным столом, тем или иным. Вообще, мне было бы очень интересно послушать, как каждый из вас видит эту работу, какие ассоциации она у вас вызывает, какие образы. Вдруг у кого-нибудь есть мысли, которыми он хочет поделиться. Скажите, пожалуйста, какие образы уже возникли? Кто готов ответить? Поднимайте руку, подойду. Так. Как тебя зовут? Аня. Аня, очень приятно. Аня, у тебя очень уже оформившийся рисунок. Я бы сказала, что даже здесь рисуй как Кандинский, и немножечко Кира Булычева уже вижу. То есть космос присутствует. Очень классно. Какие ассоциации? Это, может, мои только космические от твоей работы, а у тебя? Мне эта картина очень напоминает тарелку с разными фруктами, сушами, рыбой, разными фруктами, овощами. Ну, и если мы вспомним, то как раз картина, на которой изображены продукты, да, называется как, знаешь? Нет. Натюрморт. Вот у тебя, да, вот такая ассоциация. Так, хорошо, спасибо, Аня. У нас там еще есть желающие высказаться на тему ассоциаций. Как тебя зовут? Егор. Егор, очень приятно. У тебя рыба моей мечты, я вижу. Нет? Нет. Ну ладно, это я просто так сверху взглянула. Не слушай меня, скажи свою ассоциацию. Мне кажется, это черная дыра, которая всасывает всякие предметы. Ого! Тут немножечко Малевича, да, сразу с Малевичем запахло. Там, правда, квадрат черный, а тут у нас дыра. Ну, вот что тоже может быть. Кстати говоря, друзья, к слову говоря, 16 марта мы рисуем как Казимир Малевич. Да. Или Врубель? Нет, Врубель, я ошибаюсь, конечно. Но я думаю, что когда-нибудь мы обязательно, как Казимир Малевич, нарисуем. Егор, очень интересная у тебя ассоциация. Еще что-нибудь добавишь? Нет. Все, да? Ну, давай, продолжай. У тебя, ты пока еще только в начале формирования своей работы. Так, иду к вам. Какие у вас ассоциации? На самом деле мне почему-то напоминает все космическую станцию. Знаете, вот в СССР, когда только вот начали создавать вот эти вот станции космические, то есть это вот как бы квадратики, вот плитка мне напоминает, господи. Локатор, солнечные батареи, да? Да. Ну, вот я тоже абсолютный космос, я скажу. Да, есть у нас такое тут. Так, хорошо, а у тебя? Вот похоже, что здесь какой-то волшебный город. Волшебный город. Согласна, соглашусь с тобой. Очень даже похоже на это. Но ты будешь дорисовывать? Да. Угу. А как тебя зовут? Алина. Алина, очень приятно. Дорисовывай, мы потом все вместе обратим внимание на твою работу. Волшебный город. Так, у меня очень много уже желающих высказаться. Я ко всем дойду, не волнуйтесь. Так, самое главное, мы не отвлекаемся от процесса, все хорошо?
Нет, все отлично, мне очень интересно. Все, иду к тебе, каждое сейчас мнение. мы узнаем, какие у тебя ассоциации, как зовут тебя? Таня. Таня, очень приятно. Какая интересная у тебя работа. Что же это? Как будто на столе рисуют. На столе рисуют? На каком столе? На кухонном. О, интересно. И что же рисуют на кухонном столе, Таня? Радугу. Радугу даже. А где она у тебя здесь? Пора нарисовать ее, да, раз она тебе привиделась. Ну, то есть, раз есть такая ассоциация, значит, радуги в твоем кандинском не хватает, согласна? Все, тогда рисуй, я к тебе еще приду, а сейчас пойду. Сразу два мальчика хотят высказаться о своих ассоциациях. Иду к вам, ребята. Как тебя зовут? Георгий. Георгий, очень приятно. О, какой у тебя живой получился рисунок. Интересно, что ты скажешь? Ну, это мне чем-то напоминает, как будто бы какая-то пропасть, и туда вот все проваливается. Просто вот здесь вот вещи разные там. То есть тоже какая-то некая черная дыра, да? Ну, любопытно. А тебя как зовут? Костя. Костя, очень приятно. А у тебя что? Канцелярия. Чего? Канцелярия. Канцелярия? Так, давай разбираться, что в твоем понимании канцелярия, чтобы мы точно поняли ассоциацию. Вот это циркуль. Мастер. Циркуль. Ну то есть действительно канцелярия, я думала, звездная какая-нибудь канцелярия, знаете, поэтому уточнила. А тут история про циркуль, карандаши. Что еще есть? Ну, ластики. А дальше я уже не выдумал. Ну ладно, ты же еще докрасишь, и потом мы еще поассоциируем с твоей работой. Договорились? Спасибо тебе большое. Что, есть еще желающие рассказать о своих ассоциациях? Есть, иду к вам. Так, но тут уже работы начинают более яркими становиться. Я Как вас хочу зовут? немножечко чуть-чуть... Олеся, сейчас, да. Хочу немножечко прервать на быстрое уточнение. Если Вернусь. есть те, кто еще не убежал и не приступил к цвету, я хочу порекомендовать начать с включения одного цвета в композицию, какого-то яркого, но не с черного, чтобы мы в процессе рисования не запачкали работу, потому что черный размазывается очень хорошо. И лично я планирую начать с красного. Вот, прошу прощения, что... Да нет, что вы перебиваете нас, мы только рады. Но вот тут мы уже несколько цветов имеем в работе. Сколько у нас получается? Много. Один. Желтый у нас есть, такой светло-желтый. Желтый, красный, синий, черный. Да, и белый. Угу. Ну, а ассоциация какая? Но я вижу рыбу, которая плывет по морю, как будто. Рыбу, которая плывет по морю, я тоже иногда вижу в этих работах. И вот у нее хвост, плавник. Вот как раз рыба. Рыба твоей мечты. Загадывай на нее желание. Договорились. Ну что, какие еще ассоциации у кого рождаются? Вот. Так, пойду. У нас здесь... Привет, как тебя зовут? Марк. Марк, очень приятно. Сколько тебе лет? 5. 5. У меня есть ощущение, Марк, что ты один из самых юных и почетных гостей нашего мастер-класса. Так, расскажи, что в 5 лет у тебя с кандинским? Ну, я... Ну, я тебе сразу скажу, что получается у тебя здорово. Ты молодец. Так, а теперь ассоциацию. Ну, он хотел сказать, что он приехал в Японию этой картиной. Так. Интересно. Вероника, вы слушаете? У нас тут юный искусствовед выдвигает версии. Сейчас будете опровергать или подтверждать. Так, в Японию. Угу. А вот эта вот штука, это какое-то живое существо. Мифическое, да, какое-то? Да. Ну, у тебя очень здорово получается. В общем, японские каникулы Кандинского удались, да? Ага. Хорошо. Вероника, расскажите про путешествие Кандинского. Раз. Стоит сказать, что до Японии он все-таки в своих путешествиях не добрался, но
первое, то, что он много путешествовал по странам Европы с самого раннего детства. Его папа занимался продажей самого разного чая. Это было купеческое занятие. Но есть одна легенда, связывающая Василия Васильевича с странами азиатского, так скажем, блока. Считалось, что одна из его прабабок была монгольской принцессой. И это семейная легенда, которая передавалась из поколения в поколение. Одна ветвь Кандинских, то есть по отцу, откуда он происходил, жила в районе Байкала, так скажем, поэтому на фотографиях, которые я показывала, это было не сильно заметно, но у него характерный такой азиатский разрез глаз, и поэтому очень часто, особенно в странах Европы, в Германии, его принимали за какого-то такого азиатского принца, потому что эта внешность довольно такая привлекающая внимание, она еще накладывалась на стать то ли офицера, то ли просто человека очень такого благородного происхождения. Но все-таки искусство вот этого Японии, какого-то прямого впечатления, наверное, все-таки на Кандинского не оказало, но стоит отметить, что он восторгался импрессионистами, стогами сена, как мы с вами помним. А импрессионисты очень сильное впечатление в своем творческом становлении получили от гравюр, которые купцы Маршана привозили в Париж. То есть опосредованно через импрессионистов мы можем говорить про прекрасную точилочку. Держи точилочку. Правда, она у меня почти что полная. Опосредованно о влиянии Японии говорить можно, получается. Наталья, да? Растеклась мыслью я, что ли, по древу очень сильно? Скажите, пожалуйста, как это? Вот сейчас надо подумать, чтобы это вспомнить. Я полагаю, что это связано или с его названиями, которые про мягкость и жесткость, или это какая-то вариация. Сейчас изучим. Может быть, форма 22 или что-то такое мне почему-то приходит на ум сейчас. Но в данном случае искусствоведы не стесняются обратиться к поиску по Яндекс.Камере. Может быть, нам можно добавить какой-то легкий музыкальный фон, чтобы у нас как-то так немножко атмосферно было, чуть-чуть просто, чтобы нас не заглушало, но музыка как-то звучала. Я уже перешла к третьему цвету, и вот у меня такая проблема возникла. Вот эта линия, вторая по счету, которая обволакивает этот кривой овал, она такого очень невнятного цвета, который я не нашла в палитре. Поэтому я смешала цвета. Можно смешивать цвета карандашей. Я взяла зеленый. Сначала закрасила эту окружность им, а потом прошлась легко по нему желтым цветом. Это все же не совсем тот, но я художник, и я так вижу. Да, мы уже приняли, что у нас это самое главный комментарий. Я художник, я так вижу. А у кого-то есть максимально уже приближенная история к оригиналу? Кто-то уже вперед забежал, просто любопытно. Я вижу, что все вот так примерно в том же темпе двигаются, что мы вот примерно в одном и том же ритме идем, как и Анна Сергеевна, как и наш... А нет, смотрите, у нас Вероника Ильинична уже преуспела. Да, свою эту историю уже получилось. У меня по рисованию. Так, раз. Включите нам, пожалуйста, Веронике микрофон и не выключайте его. Раз. У меня-то преуспевание есть, но я вижу, оглядываясь на творческие старания своих коллег по столу, что точность — это не сильная сторона
Ваша? Да. У вас, то есть, есть более точные работы за вашим столом. Но на самом деле я вот тоже прохожу, есть потрясающие работы. Все они очень интересные. И самое главное, друзья, безусловно, что мы с вами пробуем делать это как великий русский художник. И каждый раз у нас, видите, наши штрихи меняются. Сегодня мы все немножко кандинские. Я перешла уже к синему цвету и уже скоро буду завершать работу с ним. Самое сложное это будет работа с черным цветом, потому что здесь самые большие формы им раскрашены, и он еще так пачкает бумагу. Но я думаю, что это не самая большая проблема. Сейчас я перехожу к работе над треугольником. Тут два цвета. Зеленый и какой-то очень теплый желтый. А сколько на написание одного холста? Ну вот я, Вероника, это к вам, наверное, вопрос. Я слышала, что вы 6 месяцев, да, дали одной картине. Картине 9, да, если я не ошибаюсь? Композиции 9, если я правильно помню. Ага. Да, ее он делал на протяжении 6 месяцев. Так или иначе к ней возвращался. Но тут стоит сказать, что тут просто очень много зависит от того, мы говорим про импровизации, впечатления или композиции. Немного об этом говорила во время лекции, что некоторые работы у него возникали буквально за несколько дней, если особенно мы имели дело с, например, впечатлениями 1910-х годов, то есть от концерта Шонберга или еще от какого-то музыкального часто произведения. А композиция — это самая выверенная вещь, которую он часто делал 6 или больше, даже эскизов, где он думал о расположении каждого элемента. А вот, например, импровизации, они располагали, ну, изначально даже в названии, когда мы слышим импровизация, здесь предполагается некоторая вольность. Ну да, конечно, любопытно слово импровизация. Вот для меня лично, как для человека, но в целом не в искусстве, видеть некое вот, да, темного цвета блюдо, на котором накиданы геометрические фигуры, и говорить, что здесь не импровизация, а все четко, это достаточно сложно. То есть есть еще есть какой-то план работ. Вот это удивительно, конечно, связать и логику художника, да, понять, и какое-то его впечатление. Это, пожалуй, одно из самых сложных, когда вообще речь идет об импрессионизме, ну, безусловно. Ну что, у кого есть какие-то мысли, кто хочет поделиться сейчас? Давай, сейчас подойду к тебе. Будем уже обходить. Я вижу, что у тебя уже там достаточно серьезная, практически законченная работа. Как тебя зовут? Меня зовут Даша, мне 9 лет. Мне кажется, что эта работа как космос. В ней разные предметы летают, планеты. Мне нравится это рисовать. Очень яркая работа. И художник тоже рисовал такие хорошие работы, яркие. Ну, теперь ты самый главный художник. Это твоя самая яркая работа. А вдруг замечтала о космосе? Какие-то мечты у тебя появились? В космос полететь, космонавтом стать? Но я не знаю, что. Космонавтом стать я не хочу. Это очень сложно. Но мне нравится рисовать космос. Даже на уроках ИЗО.
Правильно, космос издалека. Вот это вот самое, самое приятное наблюдать. Но не все же готовы туда полететь, вот это чувство невесомости. Это все достаточно непросто. Хорошо, Даш, спасибо большое. Может быть, кто-то еще хочет высказаться по поводу своей работы. Ощущения, да, идут. Ты же давно тянешь руку. Я все время проходила, но это только потому, что меня кто-то отвлекал. Так. Я думаю, что это какая-то планета, это обруч, это шоколадка, это иголка, это как... Мам, да. Циркуль, шоколадка, иголка, конфета и облачко, и обруч. Обруч. А, здесь нет облачка, здесь есть обруч. Это дудочки еще. А как тебя зовут? Степа. Степан, а сколько тебе лет? 5. Вот у нас 2 участника 5-летних, мне кажется, они самые главные преуспевающие наши художники. Здорово. Все четко разложил. Степан, спасибо большое. Шоколадка мне особенно понравилась. Уж не знаю почему, но прям как-то мне так по душе. Спасибо. О, какая у тебя интересная работа. Как тебя зовут? Виктор. Виктор, у тебя тут, знаешь, что и огурец какой-то космический, и лира я вижу, или я ошибаюсь вообще? О, пингвина я точно вижу. Пингвин, лира, велосипед. С квадратными колесами. Угу. Тарел. А, это не огурец, это летающая тарелка, а там человечек, да? Да. Ну, то есть все равно космос, да? А лира, вот скажи, лира, что на этой лире воспроизводится? Какая музыка? Такая. Что-то между грустной и веселой. Ну, это понятно. Что-то между грустной и веселой. Ладно, подойдет. Ну, вообще, на самом деле, очень здорово, очень талантливо. Классно получается у вас, друзья. Я вот тоже смотрю, прохожу по рядам и вижу просто шедевры. Я сейчас перехожу уже к основному нашему цвету, это к черному, и хочу вас предупредить, что он очень пачкает бумагу. Вот у меня уже все руки черные, и поэтому будьте аккуратнее. Но все-таки я начну работу с черным с маленьких деталей, чтобы как раз-таки не делать лишних пятен. И вот я сначала с этой фигурой разбираюсь. Угу. Ну а мы, с вашего позволения, продолжим осмотр работ, которые уже почти готовы. Так, как тебя зовут? Никита. Никита, очень приятно. У тебя что тут на картине? Это космос больше. Все-таки абстракция — это космос. Я с тобой согласна. Так. Даже звезды я тут изобразил и планеты. Но хотя эта работа уже почти уже готова. Что, какие штрихи у тебя еще остались? Сатурн, Юпитер, Уран, Меркурий, Нептун, Земля, Венера, Марс. Все, я поняла, что в астрономии у тебя познания очень серьезные. Ну, знаешь, Сатурн, Юпитер. Сатурн даже с кольцами ты нарисовал. Вот я понимаю, да, это интересно. Ну, теперь... Так, подожди, что ж? Кольца Урана. Ну вот я... еще и кольца Урана у нас могут быть видны, не только у Сатурна. Ну, интересно, интересно. Космос вдохновляет, как и абстракционизм. Да, красиво. Здорово получился у тебя, Никит. Как дела у остальных? У кого, может быть, уже все? Финал? Дело сделано, работа завершена. У тебя? Сейчас я подойду. Интересно. Не то чтобы мы спешили, мы наоборот здесь в процессе растягиваем. Как тебя зовут? Вероника. Вероника, очень приятно. Ну да, у тебя вот прям получилось очень-очень похоже. Что испытала, когда ты нарисовала как Кандинский? Очень тяжело, руки все черные, я вся черная, лист черный, ужасно.
Ну, Анна Сергеевна нас предупреждала, между прочим, по поводу черного цвета. Не зря, безусловно. Но зато теперь можно назвать себя творцом, художником. Мне кажется, чем больше испачкаешься на мастер-классе по художественному рисунку, тем ощущения того, что ты хорошо поработал, будут ярче и весомее, что ли, не знаю, актуальнее. Ну что, сколько у нас совсем немного осталось, я так понимаю. Нам осталось действительно, только фон сделать. Да, и еще обвести некоторые детали. Вот я сейчас этим как раз и занимаюсь. Вот перехожу к нижним черточкам. Но в целом, да, только закрасить черным осталось. Ну и пока мы с вами... Вы заканчиваете, а некоторые уже закончили. Вижу, что ты руку тянешь, обязательно подойду. Сейчас только напомню всем собравшимся. Друзья, еще раз вам скажу большое спасибо за то, что вы сегодня с нами, за то, что поддерживаете наш мастер-класс. И сейчас, вот может быть, когда-нибудь мы все-таки решимся установить рекорд, но сейчас вы участвуете в массовом, огромном мастер-классе, который проходит на территории Национального центра «Россия». Называется «Рисуй как Кандинский». 16 марта мы будем ждать вас вновь в этом зале и будем уже рисовать как Врубель, что тоже, согласитесь, очень любопытно. Но кроме того, что мы будем рисовать, мы еще будем узнавать больше о великом русском художнике с помощью очень интересной лекции. Кто вам прочитает ее и кто проведет мастер-класс, узнаете на сайте rasha.ru. Вообще на сайте Национального центра «Россия» rasha.ru можно узнавать самые последние новости, интересоваться событиями афиши, регистрироваться и приходить. Кстати, все события в нашем Национальном центре бесплатные для посещения. Поэтому всегда просматривайте афишу. А вдруг что-нибудь интересного вы можете пропустить. Еще когда мы закончим наш мастер-класс, напомню, что будут QR-коды для обратной связи. Мы вам будем очень признательны, если напишите пару слов об этом мероприятии. Если приложите свою художественную работу, вообще будет отлично. Ну а в целом, конечно, будем рады, если вы нас и поблагодарите за что-то, за что есть. И, конечно, может быть, скажете нам, чего не хватает, и что на будущее нужно учесть. Привет, как тебя зовут? Меня Слава, мне 6 лет. Как зовут тебя? Меня Слава. Слава. Мирослава. Мирослава. О, вот это ты действительно Кандинский. Ничего себе. Так, рассказывай. Мне кажется, что это гигантское яйцо. Это, похоже, как будто на говно. На что похоже? Яйцо? Да, яйцо, а это это спичечки. Спичечки, так. Я вижу тут еще 2 радуги, 2 сердечка, 1 шоколадка, 1 треугольничек и еще пару улиток. Есть такое? Ну, да. Ну, улитки это я придумала, Мирослава. Не знаю, может быть, опять же, ты же сегодня абстракцию рисовала, поэтому ее волен каждый понимать, кто как вот посчитает нужным, правильно? А как ты назвала картину? Я не знаю, но мне кажется, или это гигантское яйцо. Гигантское яйцо. Подойдет. Отлично. Ну что, давайте по названиям теперь. Помните, я попросила вас назвать картину. Как твоя картина называется? Яйцо. Тоже большое яйцо. Так, у нас есть гигантское яйцо и большое яйцо. Вот до чего мы довели Кандинского. Ладно. Еще какие варианты с оригинальными названиями? Есть у кого-то идеи? Вижу, есть. Подойду сейчас. А, кстати, Кандинский называл, смотрите, Вероника Ильинична, вы вот сказали, композиция, да? То есть получается, что свои работы мастер называл как музыкальные произведения, не давая им более конкретных названий? Не всегда.
Есть, как мы помним, там одни из самых дорогих работ, это, например, пейзаж с церковью в Мурнау. И в более поздние годы он любил не только там... Ну, давайте я даже начну по-другому. Он не всегда, в принципе, напрягался по поводу того, чтобы как-то назвать свою вещь. Первая абстрактная акварель 1910 года, которая ныне хранится в центре Помпиду, изначально не имела никакого названия, просто для удобства исследователи назвали ее первой абстрактной акварелью, но она им была без названия. Есть еще любопытные в поздних работах названия, которые так называются, например, жесткая мягкость, надлом. Горькая сладость. Горькая сладость, такие заигрывания с словесными смыслами. И я даже провела небольшой ресерч, пока тут сидела за столом в приятной компании по поводу того, как же называется эта работа, с которой мы сегодня имеем дело. Да. Источники расходятся во мнениях. Так. Французы говорят, что это «la tache noire», что переводится как «черное пятно». «La tache noire». Да. Черное пятно. Но, кстати говоря, у меня были здесь эксперты, которые свои работы так и называли. Возможно, это будущие искусствоведы, кто знает. Не или художники. исключено, конечно. Другая версия, что это называется композиция номер 2. Такое тоже присутствует в сознании, но я полагаю, что мы имеем дело здесь с литографией, то есть мы воспроизводим литографию. Что это такое, простыми словами? Это принт, как отпечаток штампика. Это, судя по тому, что мне удалось изучить за это краткое время, пока я тут наслаждаюсь рисованием, не столько большая картина, сколько тиражное искусство, предназначенное для более среднего кармана, что тоже важно. Кандинским этим тоже занимался, не только какие-то там многомиллионные работы. Так, интересно. Но и почти что такое тиражное искусство к ксилографии, это так называется, нет, именно это литография. Это разные техники, когда с помощью такого деревянного отзеркаленного штампика потом туда заливаются красочки и постепенно, шаг за шагом наносится. Что, кстати, позволяет нам понять всю хитрую задумку Кандинского, который, вероятно, для этой работы использовал только 4 цвета. Может быть, Анна нам подскажет поподробнее, но у меня есть ощущение, что даже вот этот треугольник желтый, вторгающийся в черное пространство, это, скорее всего, с точки зрения литографии, не зеленый дополнительный цвет, а наложение полупрозрачных красок. Ну, вполне такое возможно, да, и, скорее всего, вот эта вот линия, вторая по счету, которая это пятно обволакивает, тоже, скорее всего, наложение красок. Вот, так что литография — это такая любопытная, тоже массовая Любопытная, техника. да, версия. Очень любопытная. Я вдруг подумала, что, может быть, Кандинский какие-то такие вещи изобретал, которые позднее довел до ума Энди Уорхол. Но что-то в этом роде, да, если мы говорим, что это могло присутствовать в каких-то модных принтах. Да, и даже не погрешу против истины, когда скажу, что когда в 30-е годы он перебрался в Париж, и уже на Париж двигались фашисты, ему поступило предложение перебраться в Америку. Но в этот момент Кандинскому уже больше 70 лет, и он просто не решился сменить гражданство уже на подданство американское, но философия Кандинского, вероятно, была близка, в том числе и Энди Уорхолу, который тоже делал литографии, например, с котиками. Очень интересно. У него есть ранние работы, где мы у Уорхола только можем еще угадывать будущего. Где он еще только формировал свой вкус. Так, ну что, я смотрю, здесь уже готовые абсолютно работы. А кто-то, между прочим, и не стал дальше вот эту дыру, скажем так, докрашивать. Она может остаться белой. Я их понимаю, это очень муторное занятие.
И грязная, как мы поняли, что карандаши у нас, да, пачкаются. Но и без этого мы, в общем, не дойдем до логического завершения нашего мастер-класса. Я думаю, что все-таки очень важно довести работу до конца, а именно почему мы оставили, ну, не только потому, что это грязное закрашивание черным цветом большое пятно, а потому что оно все-таки собирает воедино все вот эти разбросавшиеся фигуры и делают композицию действительно цельной, собранной, понятной и которая раскрывает для нас какие-то свои образы и свои смыслы. Да, у нас буквально несколько минут остается до финала нашего творческого такого. Это даже не эксперимент, хотя с каждым разом, с каждым мастер-классом у нас все больше и больше людей в одно время находятся здесь и рисуют, поэтому это уже снова эксперимент. Получается, единовременно огромное количество людей что-то свое изобретают, рождают. О, какая у тебя интересная работа, она совсем не похожа на то, что мы рисуем. Но как тебя зовут? Михаил. Михаил, очень приятно. Ты решил пойти сегодня своим путем, правильно? А тогда давай ассоциацию какую-то нам всем с той работой, которая лежит перед тобой и вышла сегодня из-под твоего карандаша. Совершенная противоположность. Просто противоположность, да? Совершенная противоположность. Друга. Где-то есть одно, а с другой стороны полная противоположность. Ну, класс, но это очень интересно, потому что это же тоже смысловая интересная нагрузка. Миш, я оценила, правда. Я думаю, что многие абсолютно свободно, если вдруг заинтересовались, можете подойти и посмотреть. Михаил не пожадничает, покажет вам. О, сейчас и к тебе доберемся. Но круто, молодец. Я считаю, что даже несмотря на то, что сегодня мы не за этим собрались, да, не за этим рисунком, что ты пошел своим путем, это тоже о многом говорит. Так, где у меня принцесса, которая мне только что собачку рыжую показывала? Нет, она только что... Вот, иди сюда. Иди сюда, давай посмотрим, что у тебя. Давай. Угу. Во-первых, как тебя зовут? Меня зовут Вера. Вера. Ты Вера? Да, и Талалаева. Вот так вот. И Талалаева? Мне 5 лет, почти только. То есть еще и 5 нету. Получается, ты самый юный участник у нас сегодня мастер-класс. Ну, а тебе как, вообще нравится творчество Кандинского? Да, ну вообще-то художники всегда приглашают эту картину делать. Ага. А вот ты сегодня нарисовала как Кандинский кого? Который дядя делает Стефулей. Ой, интересно, но я ничего не поняла. Знаешь, тогда я спрошу, мне показалось, что у тебя какая-то собачка. Мне показалось, это неправильно? Да, ну это собачка. Ну давай ее хотя бы назовем, как ее зовут? Буся. Подойдет, спасибо большое. У нас собачка Буся от Веры. Вер, беги скорее, занимай свое место. Умница. Так, ну что? А я вижу, что у Анны Сергеевны все готово. Да, у меня уже финальные штрихи. На этом этапе можно уточнять какие-то детали и близиться к завершению. Мне все уже хотят показать свои работы. Я Мне вижу, уже самой очень интересно посмотреть на все работы. На самом деле мы же сейчас сделаем общую фотографию. Единственное, что нам с вами надо запомнить, что мы для того, чтобы сделать общую фотографию, на сцену подниматься не будем сегодня. Вот перед сценой выстроимся и сделаем общий такой памятный снимок. Очень красивые работы. Вы все большие молодцы. И дыра твоя тоже получилась очаровательная, надо сказать, манящей. Сохрани эту работу, ее можно смело под стеклышко в рамочку и на добрую память. И у тебя тоже очень красиво получилось. Сейчас, я уже, знаете, что, я поняла, что вы все хотите высказаться. Я вот уже хочу Анну Сергеевну спросить, что нам осталось всем. Давайте руководите нами. И мы уже красиво идем к финалу нашего мастер-класса.
Я думаю, что очень важно в целом посмотреть на работу и посмотреть, какие детали можно уточнить. И в целом все. Так мы завершаем нашу работу. Конечно, для аккуратности вида можно воспользоваться ластиком и убрать следы черного карандаша, чем я сейчас занимаюсь, чтобы работа выглядела презентабельнее. Хотя эти пятна от карандаша тоже могут свидетельствовать о творческом страстном порыве, что тоже интересный ход. Что тоже можно оставить на память. Да, почему нет? Друзья, кто завершил свою работу? Поднимите руки. Ну у нас еще многие завершают. То есть нет, еще даже треть художников не готовы представить свои работы на оценку вряд ли, да, но для фотографии общей обязательно нужно. Я думаю, что я тоже завершила свою работу. Так, у нас Анна Сергеевна прежде всего завершила свою работу. Я вас попрошу, друзья, сейчас отложить все ваши срочные дела и аплодисментами Анну Сергеевну Русакову поблагодарить. Художник-педагог, выпускница Пензенского художественного училища имени Савицкого. Сегодня с нами рисовала. Мы еще обязательно друг с другом сфотографируемся, еще будем Анне Сергеевне аплодировать. Но сейчас, поскольку работы завершены, как бы точку такую предварительную поставить вашими аплодисментами надо, поэтому не стесняйтесь. Ага, да-да-да. А еще я вас попрошу также аплодисментами поблагодарить наших ассистенток, которые помогали сегодня. Девочки отлично справились со своей задачей. Спасибо вам огромное, девчонки. Я думаю, что и с вашей помощью сегодня появилось много шедевров на нашем мастер-классе. Ну что, сколько времени даем до финала? И уже собираемся все вместе с готовыми работами. Ну, думаю, минут 5. 5 минут. Будет? Да, давайте. Через 5 минут все работы... Анна Сергеевна, это вы должны говорить, вы педагог. Через 5 минут все работы мне на стол. Ну, я шучу. Если что, я завершила... Когда родился и умер Кандинский? Простите, пожалуйста. Давайте ответим на него. Родился в 1866 году, ушел из жизни в 1944 году. Так что прожил прямо много. Так, Анна, простите. А у меня тоже был вопрос к Веронике, скорее такой творческий. Очень много людей сказали о том, что их первая ассоциация, когда они в процессе этой работы, были мысли о космосе, образы космоса. И такой вопрос: мог ли в теории Кандинский вдохновляться идеями космоса? Идеями космоса мог, но надо отметить, что тогда человек космос еще не покорил, до этого больше 60 лет. И это скорее мечтание о том, что за горизонтом обозримым. И попытка как раз-таки найти вот эту такую большую материю, какую-то ее энергию в нашем мире. И хотя я говорила, что есть сейчас современные визуальные сравнения фрагментов картин Кандинского с разными созвездиями, но это или какой-то пророческий дар, если мы склонны верить таким историям, или просто что-то близкое. Так, ассистент подошла, хотела вопрос еще какой-то... Про Дриппинга был вопрос у мальчика. Он относится к экспрессионизму? Возник вопрос у одного из молодых слушателей вот этого. Относится ли к абстрактному экспрессионизму Кандинский? Нет, потому что это немного противоположная традиция. Во-первых, до абстрактного экспрессионизма еще история искусства не добралась в этот момент. Это все-таки уже 40-е и 50-е годы, Америка и Джексон Поллок. И главный, один из принципов Дриппинга — это некоторая произвольность того, как
краска, такая густая, с кисточки упадет на огромный холст. Здесь же мы имеем дело, несмотря на то, что нам может казаться, что это произвольно, особенно в композициях, с продуманной линейной системой. Кандинский был знаком с такими понятиями, как золотое сечение и так далее, по вопросам композиционного построения. И даже если мы не всегда замечаем это золотое сечение в его работах, отрицать этот академический большой пласт в его жизни все-таки нельзя, но экспрессионизм впереди — это, возможно, один из предшественников вот этой американской линии. Наташа, обращаю внимание, что уже второй раз тема того, как американцы потом воспряли от открытия Кандинского, возникает, но это правда, что Кандинский вдохновил своим примером интернационально, можно сказать, всех. То есть это не случай из истории русского искусства, то, что мы с вами сегодня делаем. Это история мирового искусства, которую мы с вами обсуждаем, конечно же, через призму Кандинского как русского художника. Да. Ну что, у нас прошло уже 5 минут. Давайте собираться, друзья. Я попрошу вас, конечно же, забрать свои рисунки с собой, а вот планшеты, их лучше всего оставить нам, потому что нам они обязательно пригодятся на следующий мастер-класс. Давайте выстроимся для общего фото. Я напомню, что мы не встаем на сцену, даже детки не забегают на сцену, это важно. Ребят вас не пустят просто, вот там вот у нас, не обижайтесь на них, они просто за вашу безопасность отвечают. Ну а мы вот здесь вот перед нашим красивым баннером «Рисуй как Кандинский» встаем со своими работами и сейчас свою композицию из живых художников, а мы сегодня с вами все немножечко художники, сейчас составим. Собираемся у сцены на общее фото. Анна Сергеевна, мы без вас не обойдемся, конечно. Присоединяйтесь, пожалуйста, к нам. Музыку тоже нам можно включить, пожалуйста. Чуть-чуть погромче. Так, Анна Сергеевна, проходите. Я к вам. Давайте все подойдем вместе, сфотографируемся. Это такое памятное фото, которое останется не только в вашем архиве, но и в архиве Национального центра России. Друзья, я напомню, что 16 марта мы вас ждем здесь на новый образовательный семейный мастер-класс «Рисуй как Врубель». У нас много с вами интересного запланировано, поэтому также напомню, что очень важно заглядывать на сайт russia.ru и смотреть афишу. Я так понимаю, что без моего руководства не соберемся. Давайте все покучнее. Прямо сейчас встаем к сцене. Я сейчас буду вами командовать, а вы улыбаться по моей команде. Ну, чтобы мы все вместе одновременно это делали. Ну что, все желающие сфотографироваться готовы. Поэтому у нас слоган простой. «Рисуй как Кандинский». Я говорю «рисуй», а вы как Кандинский. Давайте попробуем. «Рисуй как Кандинский». Так, молодцы. Давайте лучше так. Я скажу «рисуй как», а вы Кандинский. Договорились? 3-4. Попробуем. «Рисуй как Кандинский». Здорово. Еще раз. «Рисуй как Кандинский. И еще один раз. «Рисуй как Кандинский. Ура! Аплодисменты.